Воу, стоп. Давай с самого начала. Меня зовут Мэтью Флеер. Я частный детектив. Это был обычный день. Я гулял, пил колу, отдыхал. Но мой отдых прервался. Пришла хозяйка квартиры и очень вежливо попросила меня покинуть ее. Да, я был в чужой квартире, потому что своей у меня еще нет. И вот я снова на улице. Внезапно раздается сообщение на радиочастоте полицейских. 911, назовите адрес. Линч Билдинг 1402. Что у вас произошло? Я слышал крики из квартиры снизу, 1401. Мне кажется, там кого-то убивают. Сегодня та самая ночь. В городе объявился убийца. Я обязан его поймать. И вот я на месте преступления. Но этот полицейский меня не пустит. Почему? Потому что я официально не допущен к расследованию этого убийства. Но мне нужно внутрь. Но как мне это сделать? Мне нужно что-то придумать. Это было несложно. Ну что, приступим? Дядь, тебе нормально? Изучив тело, я предполагаю, что его убили молотком. А возле самого трупа я нашел записку, оставленную, скорее всего, убийцей. Кишка тонка. Убийство – залог успеха. Пусть заслужит мое уважение. Я обнаружил 3 типа отпечатков. Это тип Б, тип А и тип С, которые, кстати, были на этой самой записке, оставленном убийцей. Так что мое предположение, что убийца носит отпечатки пальцев типа С. Но при этом тип А принадлежит жертве. Тогда кому принадлежат отпечатки пальцев типа Б? В любом случае мне нужно узнать, кому принадлежат отпечатки пальцев типа Б и С. Кто они такие и с какой целью они находились в этой квартире. Я нашел график работы Шей Дегрут, но кто это такой? Возможно, он или она имеют отпечатки пальцев типа Б, но это оказался сам убитый. Помимо графика убитого, я нашел график человека по имени Ланейша Баррелл, а это уже интересно. Походив еще полчаса по дому, я обнаружил адресную книжку. Возможно, жертва была знакома с убийцей. Нужно проверить каждого человека из этой книжки. В квартире я больше ничего не нашел. Ни улик, ни зацепок, вообще ничего. Поэтому я отправился узнавать информацию о тех людях, которые были в адресной книжке. А в этом мне поможет городская мэрия и оставленный без присмотра компьютер. Я начал пробивать каждого человека из адресной книжки. И только спустя полчаса безуспешных попыток мне улыбнулась удача. Джошуа. Вот кто оставил свои отпечатки пальцев на записке. Но прежде чем его посадить, или хотя бы даже обвинить, мне нужно убедиться, что это был именно он. Я отправился к нему домой. Но что мне делать? А если он дома? Меня это не остановит. Квартира хорошо охраняется, а значит, ему есть что скрывать. Я нашел график работы какого-то человека по имени Гуангли Женг. Не думаю, что он соучастник убийства, но скорее всего он просто сожитель Джошуа. И судя по рабочему графику, у меня остается около 3 часов времени на поиски улик в этой квартире. Могу сказать точно, Гуангли Женг не имеет отношения к убийству, потому что его пальцы не совпадают с теми, которые были найдены в квартире убитого. А еще я нашел в квартире письмо, оставленное для Джошуа, в котором говорится: «Джош, почему ты от меня уходишь?» Возможно, это письмо было от убитого, и у него с Джошуа была любовная связь. Я попытался открыть сейф, но паролем от него был год рождения Гуангли, а я его не знал. Быть может, в этом сейфе Джошуа прячет какую-то улику? Мне это предстоит выяснить, но для начала нужно узнать, кто такой Гуангли Женг и год его рождения. Я прибыл в офис, где работает Гуангли Женг, но его коллега вежливо послал меня нахуй. И тогда я начал ждать закрытия офиса. Чтобы в тишине, никто не мешал, никого не было, я спокойно вскрою офис и его исследую. Пора домой. Но тот самый коллега, который меня послал, почему-то задержался. Я ждал. Я долго ждал. И вот он наконец уходит. Не прошло и 5 выпитой чаши кофе. Пора. Вентиляцию. Чувствую себя Брюсом Уиллисом. И я в офисе. Нужно найти информацию про Гуангли Женг. Может быть, найду в базе данных сотрудников? Нашел. Итак, кто же ты у нас такой? Гуангли Женг. Дата рождения есть. А значит, мы откроем сейф. Но больше ничего интересного. Ну что, вскроем сейф. Я кое-что не учел. Сейчас ночь, и они спят. Что ж, подожду. Наконец-то. Но то я уже заждался. Вскрываю сейф. Кроме пустого жесткого диска, здесь ничего нет. Но я же могу теперь открыть не только сейф, но и его почту. Заходим. Но почта также пуста. То есть там были сообщения, но они не относятся к убийству. Всем привет, но это фазмофобия. Ну что ж, пора признать,
Я попал в тупик. Улик нет, ничего нет. И нет того, чтобы доказывало, что Джошуа виноват в этом на 100%. Я где-то что-то упускаю. До сих пор не выяснил, чьи это отпечатки. Не нашел орудие убийства. Я начну с самого начала. Мне придется вернуться в квартиру убитого и еще раз ее изучить. Блин, телевизор разбил. Да пофигу, все равно он не мой. Да и квартира тоже не моя. Пока я искал квартиру убитого, мне поступило еще одно сообщение об убийстве. Но на этот раз уже в офисе. Но этого бедолагу зарубили. Ну или зарезали. Что это не похоже на Джошуа. Я нашел его отпечатки пальцев. Джошуа был здесь. Пока я пытаюсь найти улики, Джошуа продолжает убивать. Нужно быстрее искать улики. Я вернулся в квартиру убитого. А это что такое? Молоток, который, скорее всего, лежал под телом убитого, и я его просто не заметил. Изучив молоток, я увидел отпечатки пальцев типа С. Этим молотком Джошуа убил первую жертву. Все сходится. Настало время посадить Джошуа. Внезапно поступило сообщение о новом убийстве. Я больше чем просто уверен, что это был Джошуа. Точно такая же записка. Но в этот раз он не оставил свои отпечатки пальцев. Но он их оставил на двери. Джошуа был и здесь. Его нужно срочно арестовать. Ну все, Джошуа, ты попался. Так, а чем мне его вырубить? Дубинка по акции. А вот и он. Постучу легонько, чтобы он не паниковал. О, привет! Получай, скотина. Тут и второй. Так, ну все. Джошуа я вырубил, а Второго для прикола вырубил. Джошуа, вы имеете право хранить молчание. Ну, или не имеете. Там сами разберетесь. Я же вообще не полицейский, поэтому тонкостей не знаю. Так, улыбочку. Вампиры ёбана. Да ну вас нахер. Пришло время сдать отчет. Ну что, дело раскрыто. I'll never forget this day.